Всем привет! Сегодня мы вам покажем еще несколько лайфхаков от нашего канала. Надеемся, что они когда-нибудь помогут вам в будущем. Если когда вы двигаете стул, остается вот такой вот раздирающий перепонки звук, это поправимо. В первую очередь для удобства ставим один стул, сверху на него ставим другой стул. Так, чтобы нам иметь доступ ко всем 4 ножкам. Наверняка у вас дома завалялись какие-нибудь старые валенки или войлочные стельки, которые ждут того часа, когда они окажутся в мусорном ведре. Но не спешите их выбрасывать. Как раз сейчас они вам пригодятся. Также нам понадобится сейчас клей и ножницы. Из стелек мы будем вырезать кругляшки. Диаметр кругляшка должен быть чуть-чуть поменьше диаметра ножки. Чтобы нарисовать кружки на стельке, нам понадобится нужного диаметра пробка и фломастер. Затем берем ножницы и вырезаем. Примеряем кругляшок. Если кругляшок подошел по размеру, аккуратненько наносим на него клей и приклеиваем его на место. То же самое нужно проделать со всеми другими кругляшками и ножками. Итак, все кругляшки мы прилепили по местам. Сейчас дадим клею чуть-чуть подсохнуть и проверим, получилось ли у нас избавиться от этого душераздирающего звука. Итак, проверяем. Снимаем наш стул, на который мы наклеили кругляшки из войлока. Ставим его к столу, пытаемся двигать. Двигаем. Неприятный звук исчез. Двигаем стул, который мы не сделали еще. Ну, по-моему, разница ощутима. Берем обычную пластиковую бутылку и ножницы. Обрезаем так, чтобы получился примерно вот такой вот стаканчик. Получился вот такой вот стаканчик. Далее берем канцелярский нож и делаем вот в этом месте небольшой надрез. Должна получиться вот такая вот примерно щелка. Дальше наш стаканчик можно украсить. Мы это делаем браслетами из резинок. Можете пофантазировать, сделать это чем-нибудь еще. Наверняка у вас в ванной комнате есть вот такой вот крючок на присоске. Берем этот крючок и одеваем наш стаканчик вот таким вот образом на этот крючок. Вот так вот это примерно получается. Затем клеим эту присоску на стену в ванной комнате возле раковины. Этот стаканчик можно использовать под зубные щетки, зубную пасту. Можно поставить туда массажку, бритвенный станок, какой-нибудь крем. В общем, хранить там можно все что угодно.